Не снимай, не выкладывай. Опа-на. Просто зацени уклон. То есть стоит только подскользнуться, и ты закатишься под машину. Опа. Опа. Погоди. Мороз. Ну что, вчера 23, ты завелся. Сначала думал, обычно я ключ бросаю, когда он, сделав попытку завестись, не заводится. То есть вот, даю ему время подумать, и в следующий раз он заводится. А в этот раз решил крутить до последнего, короче. Просто ради эксперимента посмотреть, заведется или нет. Потому что у меня теперь есть джампер. Прикинь. Так что метнусь домой быстренько. Закрутит, как миленький. Едем на базу, там пообщаемся, в общем-то. Увидимся там. Бедолаги. Я в кои-то веки прицепил микрофон. Смотри. Знаешь, что меня бесит на базе? Вот этот срач, короче. Вот это все. Я не знаю, куда мне это все складывать. И тут вчера я такой пошел мусор выбрасывать. Смотрю, ящик лежит. Думаю, так. То есть у нас вот тут на мусорке, прикинь, прекрасный ящик. Блин, я опять забыл мешки для мусора. Ладно, хрен с ним. Ты видал, что? Он почти входит. То есть его можно спокойно вот так запихнуть. Вот такой план. Сложить в него все говно. Вот это вот. Все дерьмо вот это в него сложить. Все удлинители, блоки питания. И его запихать просто туда. А летом я его там покрашу. Да и так нормально, короче. Вот, что хотел с тобой поговорить. Так, где мой спирт? Это тряпка моя. Это спирт для стирания доски. Короче, вот такой вот прикол. Сейчас тебе покажу. Доска плохо стирается. Я ее поэтому спиртиком мою немножечко. Как я придумал вчера эту лампу положить. Мне нравится прям. Так, а куда я ее включил-то? Вот сюда. Все, потухни пока. Значит, опять же, насчет систем хранения, да? Вот у меня столько много барахла, а мне девать его некуда. Я его прячу просто. Вот так вот. Ну, сейчас это все в этот скидаю. И все. Значит, я отмываю обычно. Отмываю сколько могу, очищаю. А потом, видишь, остаются такие. Вот. Если они не оттираются, то есть, или я уже не могу их оттереть. Вот, видишь, тут разводы. Это надо прям, кучу сил приложить. То я просто спиртиком и тряпочкой так, чик, прохожусь, и все. Знаешь, сегодня ко мне пришла такая мысль обалденная, просто офигенная, что я все как бы смущался, почему бложики не набирают просмотры, ай-яй-яй, ай-яй-яй. А сам себе задаю вопрос, а что ты сделал, чтобы они набирали? Ты перестал, то есть ты уже третий бложик у тебя про то, как ты на базе что-то там возишься, то есть кому это интересно. Вот, а потом, нашел такой ответ, типа, есть люди, представляешь, ты вот не поверишь, есть люди, которые реально это смотрят, прикинь, вот реально смотрят, он говорит, и нам нравится. Вот, смотреть эту возню, короче, на базе. Так вот, и пришла мне такая мысль, что ничего я не буду с этим делать. Вот как есть, так и есть. Мне вот эти люди очень дороги. Если я что-то поменяю, например, буду каким-то там кликбейтным, понабегут какие-то непонятные люди и просто спугнут моих подписчиков вот этой активностью, может быть, или что. А мне, на самом деле, мне не надо вот этого, понимаешь, вот этого гиперуспеха. Я без этого нормально проживу. Потому что, имея 3000 подписчиков на канале, я уже сталкиваюсь и с хейтом, и с кучей писем в личку, и с адекватными письмами, и не с адекватными. В общем, вы даже себе представить не можете. Когда у меня не было канала, я не мог представить себе, что человек спокойно мне пишет в личку и пишет мне всякие гадости. Я даже не буду это вам, рассказывать. А вы думаете, почему у меня личка закрыта? ВКонтакте. Потому что они добавляются в друзья теперь.
Я смотрю, что это фрик какой-то. Натуральный фрик. Фрикаделька. Ну и все, и игнорирую, просто их отправляю назад. Только так, понимаешь, по-другому нельзя. Так вот я подумал, вот этой уютной компании, которая у меня сейчас есть, очень кайфово мы сидим у меня на канале. Определенный круг общения уже организовался. Уже даже как-то, уже знаешь даже этих людей. Летом даже, я надеюсь, увидимся. Потому что летом я еду в Москву, потом в Питер. Дай бог, если все получится. Надеюсь, получится. Ну, не получится, и ладно. У меня же был год такой, что я собирался в Москву, а у меня коробка навернулась на Кубе. И все, я никуда не поехал. Я купил коробку. Я купил коробку. Я деньги все потратил, получается. И сидел и придумал себе, что мне надо машину менять. И влез вот в эту историю во всю, понимаешь, чем это все кончилось. Свет включить не видно ни хрена. Поэтому в этом году я считаю, что мне необходимо просто любыми способами поехать куда-нибудь, понимаешь? Хоть что там у меня случится, вообще барабир. Я должен ехать просто на одном колесе. В общем, на 2 цилиндрах. Насрать вообще. Просто надо ехать, понимаешь? Это сам смысл жизни у меня такой. Мне нужно ехать. Я всю жизнь мечтал быть дальнобойщиком. Вот. И сейчас эта поездка, она для меня... Вот любая моя поездка, любая, а тем более эта, значит для меня очень многое. Во-первых, я еду, я себя чувствую человеком в дороге, ты не поверишь просто. Просто когда я еду, я когда ехал в Москву, я пилил бложек, и я очень много об этом говорил. Если посмотришь, то увидишь. Бложек называется что-то там в барабанный центр, что-то ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только за рулем где-то на дороге я чувствую себя человеком, понимаешь? То есть я еду, и я за все отвечаю, за себя. И вот с собакой я ехал, за собаку отвечаю. Я чувствую себя, что я живой, прикинь. Вот когда я куда-то еду, просто чувствую себя живым. Так, а куда мне это деть? У меня же нет пакета. Блин. Я чувствую себя человеком. Вот, все. Я собирался ехать собирался, значит, в Москву, когда еще не знал калька, понимаешь? То есть у меня была просто цель, знаешь, доехать до точки А, там посетить что-то, например, чтобы я себе там задумал. Опять в тот же Блазбит заехать, поздороваться. Как в прошлый раз. Я поздоровался, купил стойку, развернулся и уехал. Мне говорят, ну ты типа это. Ну а что мне делать-то? Я пенсионер. Мне должна же быть какая-то развлекуха в жизни. Как ты считаешь, а? Вот это так я развлекаюсь, понимаешь? Ну а что? Да, я потратил кучу денег. Ну а я их так и так потрачу, я их прожру. Вот в те времена еще курил, ну прокурю, тупо проем, потрачу на какую-нибудь херню. А так я чувствую себя живым. Я еду и я кайфую просто в этот момент. Мне кайф просто. Вот. И я всем желаю поймать вот эти ощущения, понимаешь, когда ты чувствуешь себя собой. И у тебя нет под локтем никого, кто бы тебе что-то там гундел, зундел, там, делай так, делай вот так. Ты просто делаешь так, как ты считаешь нужным. Так, ну что, давай будем заселять наш чемодан. Сначала все повытаскиваем. Не снимай, не выкладывай. 11 марта, девчонки и мальчишки. Я подумала, решил, что мне нужно пилить больше обучалок. Вот, потому как народ просит. Будем, значит, что-нибудь мутить, придумывать. Тем более, что мне вариантов-то накидывают. Но это то, что я сейчас задумал, мне никто не накидывал. Я придумал это сам. Дело в том, что играя в группе «Там тепло», у нас был каверовый проект, мы разбирали кучу песен. И эти песни, последние самые, которые мы разбирали, обычно я учил песню просто так, на слух. Я решил просто расписывать эти песни в нотах и учить их именно по нотам. И вот сейчас эта тетрадка у меня лежит уже какое-то время. Я туда пишу песни своей новой группы, но старые песни я выкидывать не собираюсь. Мало того, я хочу ими поделиться
с тобой. Значит, проблема номер один. Я хочу нарисовать линейки на доске. Я пока рисую маркером, который стирается. Вот. Но неважно. Потом я ее разлиную. Это хотя бы для обучалки. Потом я ее в итоге разлиную. И всю. Я пока не определился, как мне это сделать. И нарисую уже перманентным маркером, чтобы у меня были линейки. Вот, сейчас для этой обучалки я стараюсь, хочу, короче, у меня куча битов просто. Мне надо расписать, разлиновать всю доску. Линейки у меня нет, я разлиновываю с помощью вот этой доски. В общем, короче, я страдаю во имя того, чтобы люди, которые шарят в нотах, не плевались при виде нот на чистом листе. Тяжелая у меня линейка. Давай посчитаем, сколько мне нужно нарисовать вот таких нотных станов. Вот моя песня, собственно, которую я играл. Я тебе ее в обучалке играть целиком не буду, понимаешь? Потому что авторские права сейчас с этим все очень строго. Но ты можешь спокойно ее послушать в оригинале, а у меня увидеть, из чего она сделана, собственно. Понимаешь, в чем прикол? А каждый бит по отдельности и брейк я тебе сыграю. Медленно и в оригинальном темпе, в общем. Вот, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Я задолбался, если честно, вот с этой линейкой. Но теперь осталось расписать только ноты. Но если один косяк только, и мне придется переписывать, перечерчивать линии, если ты понимаешь. У меня тут небольшой косяк. У меня нет вступительного брейка. Почему я его не нарисовал? Потому что он как бы это, само собой разумеющийся. У меня тут есть только бит. Самое беспонтовое, что когда вот тут линейки нарисованы, приходится писать без опоры. То есть руку не положить, потому что сотрешь нафиг. Вот такая засада. Так, надо сначала расписать брейк. Так. Сейчас его отдельно расписать, что ли? Вот за пара-то. Как он выглядит-то? Мы играем хэт ногой. Хэт ногой у нас играется 8-ми. Обозначается он так. Хэт ногой. То есть вот. На раз у нас играет четвертная нота, короче. Это у нас том, флор-том и рек-том. Четвертная нота. На 2 у нас играет малый барабан. Четвертная нота. Ой, вот так буду опираться. И на 4 у нас играет малый барабан. Четвертная нота. Так. Игорек не дают жить спокойно. Что такое? Что там принес? Пошли чай пить. Пошли. Как далеко у тебя коридор, этот кабинет-то? А ты что приехал? А? Ты что приехал? Да я, Саша, что приехал? Барабан делать приехал. Делать? А? Делать барабаны? Ну, Какой прикол. Это что такое? А? Нифига себе, какой блок тембра.
Слушай, оригинальная гитара, да? Вау. У Витальки. Где-то он ее урвал. Шикардос. Ты смотри-ка, чё. Вот, а я взял... Хорошо вот эти выглядит. болты, Басман. бата я закрутил. У меня 3 барабана. Взял. Да. Ремонт лаги. У Ямах это вообще обычное дело, когда лага лопается. Вот, сейчас попаду. Причем пофиг, какая серия. Слушай, ну они интересно у них. Видишь, они все послойно. Ну, конечно. Несколько слоев, как всегда. Так и надо. Так они еще идут вот так и поперек. Это просто, ну, как дерево росло, как шпон снимали. Это же шпон, свернутый в 6 слоев. И через клей как бы склеен. Все. Во. Все плотненько, смотри. Красота. Ну, сейчас еще один. Красота среди бегущих. Первых не отстающих. Хост. Вот это мне нравится тарелка. Сильно затянута. Это тоже классно. Тарелки, Саш. Да? Да? Да. Почему нет? А по звуку, говорю, по звуку, внешне-то они красивые. Вот Silent вообще must have на репетиции, чтобы на уши не приседать остальным. Уши, чтобы не засорять. Ну, Не, вот эти нормально звучат. Я про вот эти. эти мне нравятся, да. Нравится, да? Нравится. Потому что мне кажется, что-то они как-то грубоваты. А они же не обработаны. Это же natural, натурал. Это, кстати, еще, видишь, гибрид. То есть половина обработана, половина нет. Ну, а мне наоборот нравятся такие тарелки. Мрачные такие. Темный. Мрак. А снизу обработано. Слушай, ну действительно, вот этот барабан лучше звучит намного, чем... Я тебе говорю, блин. Возвращаемся к нашим баранам. Игорек там тренируется. Настроили ему малый барабан. Тут еще кто-то что-то снял. Закрыто, блин. Ты видал? Ни хрена себе. Картина, блин. Ну и подвал, собственно. А там тир. Короче, тут все помещения сняты в аренде. Так, пошли дальше дописывать наши приколы всякие. И потом будем снимать обучалку по этой теме. Смотри, как звук меняется сразу. А я говорю, звук что-то плохой тут у меня. Ага. Конечно, конечно. Итак. Куда я фломастер-то дел? Ладно, сейчас я быстренько допишу, потом включусь. Покажу тебе каждый. Все, что я дописала. Нам осталось тум-кац, тум-кац. Надо форшлаг пририсовать. И в последнем такте та-та-та-та. То есть первый форшлаг, 4/16 ноты, первая с форшлагом. Тра-та-та-та. И пошел бит. Все, я дописываю. Не снимай, не выкладывай. Хочешь прикол? Я дошел вот до сюда, и мне надоело. Дело в том, что мне надо рассказать по нотам, потом показать, как это звучит. Это столько занимает времени.
Просто жесть. Ношу этот микрофон без конца. Вот сюда его ложу, потом одеваю. Я уже устал бегать, короче. Ты не поверишь, я полежал, отдохнул. Я разобрал вот эти 3 бита и вот эти 2. На этом я опять сдулся, короче. Просто я считаю, что это получится 2-часовой ролик, понимаешь? Кому он нужен 2-часовой? Кто его будет смотреть? Ну, то есть я слишком много времени уделяю каждому ритму, понимаешь? Мне же надо как бы досконально рассказать, как это играется. А в некоторых моментах прям как ногу поднимать, какой мышцы, прям вот до такой степени, понимаешь? И я понимаю, что это нереально. Ну, если рассказывать слишком быстро, ты не поймешь. Если медленно, то получится дикий тайминг. Как показывает статистика, это смотрится буквально 3 минуты, а дальше начинает мотать. Вот, то есть, а нафиг мне страдать, чтобы кто-то это мотал потом. Я завязываю, короче. Я оставляю это все оставляю для ученика, который придет в воскресенье. В субботу. У меня все. Не снимай, не выкладывай. 12 марта, девчонки, мальчишки. Вчера выпустил обучалку по половине. Ну, то есть, получается, вот это все и вот этот один брейк. Осталось вот это и вот это все добить. Получил нехилую такую обратную связь. Вообще не ожидала сейчас. Ну, точнее, ожидала, но чтобы вот прям вот так. Круто. После такой обратной связи вообще не остаются каких-то там сомнений, а надо ли делать, не надо ли там. Просто идешь и делаешь. Так вот, я пришел. Я решил себе создать опять атмосферу. Бросил лампу. И вспомнил, что у меня есть вот это. А точнее вот это. Абажур для икейской лампы. Я принес сюда штатив от своего старого фотоаппарата. Поставил на него лампу, поскольку это удобнее слегка. Ну, реально удобнее, чем крутить эти болтики, вот эти вот все, которые еле живые. Тут прям четко. Ты можешь куда угодно ее крутить, опускать, поднимать и все такое. И решил попробовать вот эту штуку заюзать под абажур. Но так как у нее расширение, видишь, вот такое, то лампа где-то вот до сюда доходит. А мне надо ниже. Ну, такой план у меня в голове. И я, значит, нашел вот эту палку под диваном. Ходил, думал, что сделать, как это сделать, чтобы вот и подножку ей сделать. Я уже ходил вот, открутил от нее вот эти сломанные штуки, вот эти вот. Уже думал сюда вкрутить, вот так вот, видишь. Все совпадает, прикинь, вот так просто поставить. Но получается немножко низковато. В принципе, вкручивается, прикинь. Вот и все, считай, держак для лампы готов. Но прикол в том, что вот эта штука, она мне нужна. Я когда иногда снимаю что-то, я ее беру с собой. Поэтому она мне нужна. И потом, это слишком низко, мне надо чуть выше. Я полез под диван и обнаружил там нечто. Сначала я обнаружил там вот эту штуку. Это держатель для гитар, прикинь. Вот он под диваном валяется. Выглядит он вот так вот выглядел. Судя по всему, тут что-то не хватает, короче. Ну, вот так вот это выглядело. Теперь мне остается сделать нужную высоту. Там привязать. Здесь. И одна лампа практически готова. Ну, а чисто для съемок я не буду пока заморачиваться с патроном. А сюда сделаю просто, ну, какую-нибудь гирлянду. Вот. Прикольно смотрится. Я хотел 2. Одну здесь, одну здесь. Но мне надо найти еще один постаментик. Блин. Она у меня уже несколько лет валяется под диваном. Это сломанная подставка.
Как думаешь, надо выше? Я думаю, не надо. Сейчас туда засуну что-нибудь, типа гирлянды. Надо подумать. Так, короче, я придумал взять вот эту лампу. Так, не эту, это пока выключим. Вот эту мелкую. И внедрить ее как-то вовнутрь вот этой штуки. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Так, надо наоборот. Вот так вот. Насколько это будет прикольно. Так. Да, вполне себе. Вполне себе. Все. Ищем саморезы по железу с нарезкой. На месяц. Осталось еще такую же лампу купить и сделать справа. Все. Ёк-макарёк. Охренеть вообще. Сейчас еще эту лампу включу, потому что когда спереди буду снимать, сделаю так, чтобы, чтобы лампы не видно было. Нужно убрать вот так вот и наклонить слегка туда. Вот. Но все равно немножко сюда светит. И вот так вот ныкаем, короче, чтобы ее не видно было. Вот так вот. Пам. Ну что, время записать вторую часть. Не снимай, не выкладывай. Поменял саморезы, короче, затянул насмерть. Ой. Так, а эти в коллекцию обратно. Очень круто получается. Ну, в общем, светит она слишком ярко, будем ее заматывать. Так. Вот такая, значит, стадия. Нашел я вот такие вот штукенции. Давай посмотрим, насколько это будет лучше. Четко так она встает, чик. Ну, теперь совсем другое дело. Теперь она просто ровным светом фигачит. Все, значит, это готово практически, можно сказать. Эх, жалко, что вторую сейчас не сделаю, потому что второй лампы у меня нету такой. Блин, как там кайфово, светло. Такой уголочек. Еще знаешь, что надо? Такой свет, такой грибок, который будет чисто мне наружу светить. Так, ну что, начинаю писать вторую часть. Мьюз Хистерия. Не снимай, не выкладывай. Ну все, вторая часть записана. Лежу, отдыхаю, набарабанился. Последний брейк — это просто жесть. Это просто жесть. Я не знаю, я устал его вывозить, короче. Надеюсь, хоть один раз я правильно сыграл. Блин, уже не терпится вторую лампу вкорячить. Но пока нечего. Второй такой лампы у меня нету. К сожалению. Ну а что? Тема вообще. Классно вообще, светит. Четко. Завтра, послезавтра буду ученицу мучить по этим ноткам. Пусть пока повисят еще немножко. Сейчас пока решил чайку забабахать.
Слышал я краем уха тут такую информацию, что бложик теперь никому не нужен. Что якобы я нашел формат, и мне надо придерживаться этого формата. Но у меня философия немножко другая. На этом канале только бложик и изредка обучалка, чисто так, по желанию иногда. Так что, извините, простите, что, что вот не могу я по-другому. Поэтому вот я же в телеге спрашивал, ребятушки дорогие, а может нам сделать второй канал и чисто туда бложик пилить, а здесь будут все обучалки. Все сказали, пили на один, мы будем все смотреть. А теперь видишь, как получается. Поэтому заводить второй канал, это, в принципе, тема нормальная. Разделение контента, как говорится. А подписаться на второй канал, неужели так сложно будет? Подписаться на канал с обучалками, например. Или на канал с бложиком. Этой же аудитории. Как раз таки отсеется та аудитория, которая мертвым грузом лежит просто. Так что я еще думаю насчет канала. Так что посмотрим. Тебя люблю.